Всем привет! У нас тут немножко изменился прогноз, ветер пропал, поэтому появилось время немного рассказать про свои какие-то последние мысли. Конечно, вряд ли это будет видео с какими-то там инсайдами или техническими вещами, которые опытным людям будут интересны, но мне просто интересно поделиться своими наблюдениями. Какое-то время, наверное, занимаясь там какими-то кайтовыми видами спорта, я для себя как-то пытался определить, что мне будет больше интересно, что меньше, и как-то понял, что мне вообще, вот, например, не интересен никоим образом фристайл. Ну, так вот повелось. Или какие-то большие прыжки. Небольшие какие-то прыжки на твинтипе. Достаточно весело, но куда-то там дальше это развивать, ну, нет желания никакого. А трамвай на твинтипе, он достаточно специфичный. То есть нужно либо иметь какие-то суперидеальные условия, либо, ну, вряд ли это можно назвать релаксовым катанием. Потому что когда есть достаточно ветра для того, чтобы трамваить на твинтипе, скажем так, это не очень комфортно. Постоянно есть какой-то чоп, постоянно какие-то там нюансы. Вот. Я пробовал и вообще думал в сторону покупки двери, либо какого-то большого твинтипа, может быть, карбонового, там предлагали разные варианты. Попробовал эталонную, наверное, дверь, по мнению многих, это Флайдор, достаточно старого поколения, кажется, третьего. Она достаточно мягкая, ну, вообще не проникся. То есть у меня есть Радикал 5, флайсерферовский, и он мне нравится, как он едет, как он везет, а вот Флайдор, ну, вообще никак. Это огромный плот, на котором я себя вообще комфортно не чувствую. Как-то пообщался в прошлом году с несколькими производителями гидрофойлов, там, с Дионисием, который делал Джангу, с Серегой Каратом, с Денисом из РДБ. И, в общем, начала у меня заеть мысль попробовать все-таки освоить гидрофойл. Ну и, конечно, как бы попробовать у меня особо негде, границы закрыты, тут у нас ковидный период и так далее. И поэтому я решил, что, пожалуй, для упрощения этой задачи куплю-ка я свой. Начал разбираться в том, что там, как и зачем, и вот в уме нарисовал свою теоретическую картину, как мне это видится оптимальным. Вот. Но первое, что я для себя понял, что я точно не хочу гоночный гидрофойл, ну или окологоночный, поэтому всякие рейс, фри-рейс и прочие подобные крылья или с направлением туда, в скорость, мне совсем не интересно, мне не интересна скорость. Вот. Начал смотреть всякие серфовые варианты. Ну и как бы есть возможность, в общем-то, купить брендовый гидрофойл, но непонятен смысл. Потому что я не уверен, что новичок вообще способен отличить брендовый гидрофойл от гидрофойла отечественного производства, учитывая, насколько сейчас гидрофойлы отечественного производства шагнули. У нас есть какое-то количество производителей, я с ними пообщался, выбрал то, что мне казалось оптимальным, и вот для меня оптимальным показался, опять же, это вот РДБ Surf 1200 на длинном фюзеляже с большим стабилизатором. Почему мне так казалось? Ну, во-первых, есть уже в интернете миллиард видео, где объясняется, что тут как бы зачем, что такое стабилизатор, фюзеляж. Но если кратко говорить, длинный фюзеляж дает максимальную стабильность, что в случае вот именно того, как я себя ощущаю, моих каких-то антропометрических данных, что я такой как бы как мешок картошки, стабильность мне нравится. Большое количество подъемной силы и маленькая скорость. Гидрофойлы гоночные и вообще те, которые позиционировались раньше как кайтовые, они имели достаточно маленькое крыло и короткий фюзеляж. Это делало гидрофойл очень таким поворотливым и очень быстрым. Но что имеется в виду быстрый? То есть вылет возможен только на какой-то уж большой скорости. Вот. Поэтому я для себя определил, что я хочу, чтобы он ехал медленно, чтобы он ехал стабильно. И вот это стабильно и медленно на отечественном рынке представлено РДБ 1200 вот серфом. Это не какой-то памповый гидрофойл, кто там смотрел в интернете. Ну и, в общем-то, форма крыла у него вот такая изогнутая. Это тоже там имеет определенный смысл. Толстый профиль,
большая очень подъемная сила. Все знают, что у него очень большая подъемная сила. О чем это говорит? О том, что как только вышел на доску, гидрофойл попытается выйти на крыло. И тут есть два варианта. Если мы имеем какие-то твинтипные замашки, ну вот если посмотреть на него вот так, то у него есть какой-то угол атаки. Если мы надавим на заднюю ногу немного, то угол атаки становится очень большим. Гидрофойл начинает адски взлетать. Чем больше крыло, тем больше подъемная сила. Тут как бы все как с кайтом. Для стабильности большой фюзеляж. И, в общем, умные люди говорили мне, что для обучения нужно маленькое крыло. Фюзеляж большой, но крыло маленькое, потому что старт происходит не очень уверенно. Вот эта твинтипная привычка толкать заднюю ногу, он, в общем, как конек-горбунок вылетает вверх и улетает. Ну, в смысле, уплывает. Он достаточно быстро плывет вниз по ветру. Ну, я как бы решил, что я как-то переживу и буду обучаться на вот этом гидрофойле. Для себя выбрал объемную доску, потому что фанерка, хотя для обучения и хороша, но дальше, как бы, наверное, интереснее объемная доска. Вот. Гидрофойл пришел. Первое, что прикольно, у товарища есть гидрофойл Moses. Я ожидал, что вот мне придет гидрофойл РДБ, я его возьму и сразу ощущу кустарность его, да, то есть кустарность его такую, гаражность, как бывало с кайтами отечественного производства. Это не Polaris и не Elf, если что. У меня был опыт с другими кайтами. Но вот какая штука. Мы собрали этот гидрофойл. Тут есть, конечно, такие особенности небольшие, то есть что не очень как бы по-разному технологически сделан стабилизатор и переднее крыло. То есть переднее крыло, оно имеет вот такое окошко, где виден карбон, все остальное закрашено. А стабилизатор, вот он такой текстурный. И поэтому это немножко разнобойно выглядит. Но в остальном, видя гидрофойл Moses, например, и другие гидрофойлы, я могу сказать, что РДБ выглядит, ну, совершенно как бы не хуже, явно. Нет никаких явных каких-то технических косяков. Там. Некоторые узлы сделаны очень круто. Там, например, узел соединения мачты. У меня алюминиевая мачта, есть короткая, еще есть чуть подлиннее. Я пользуюсь сейчас короткой, 65 сантиметров. Вот этот узел сделан просто очень хорошо. Ничего не выступает, никаких там нюансов. Площадка, которая идет с алюминиевой мачтой, карбоновая, тоже очень качественно, очень круто сделано, технологично. Само крыло, опять же, ну, честно сказать, очень чувствуется влияние Moses. Прям очень чувствуется. В общем, первую попытку, которую я сделал встать на гидрофойл, я решил, что, в принципе, на твинтипе я как-то езжу. Так, положу сюда. И поэтому возьму просто гидрофойл, когда будет немножко меньше дуть, мне нормально, с парафойлом Soul, и пойду-ка я пробовать. Приехали мы как-то на озеро, ветер был пограничный, то есть двенашка Soul летала, как-то особо не тянуло, и я решил, буду практиковаться. Ну и первое, что я заметил, что в сборе вообще вся эта конструкция, она достаточно большая. И с ней даже заходить в воду, когда уже чуть глубоко, она немножко не так себя ведет, как твинтип. Она не... Ее нельзя, например, вот я привык идти с кайтом и просто толкать перед собой твинтип. Вот толкнул, он уехал вверх по ветру, ты его догоняешь, опять толкаешь. Ничего подобного. Я по привычке так сделал с гидрофойлом, толкнул его, он уехал немного вверх по ветру, доска объемная, у нее есть парусность, она развернулась и, подгоняемая чопом, поехала, наверное, даже с большей скоростью назад. То есть гидрофойл нужно только нести. Потом, как его нести, лучше посмотреть на берегу, потому что это не очень очевидно. Нужно браться где-то в районе мачты, там центр тяжести, и нести его вверху, ну, вверх по ветру. Кайт смотрит в одну сторону, гидрофойл в другую сторону, потому что ветер бывает рваный и может дернуть, можно как бы... Тут достаточно острые винглеты, можно как бы, ну, поцарапаться в целом. Плюс стабилизатор тоже достаточно острый. Переднее крыло, оно, как я понимаю, затуплено. Вот, в общем, как-то у нас достаточно широкая мель, я там прошел в полурваный ветер, как-то зашел поглубже, решил пробовать, решил сразу попробовать бодидражить. Ну, в общем, из опыта бодидрага могу сказать, что он очень круто
сам идет на ветер. Ты его просто ложишь в воду, ложишься на доску, ставишь кайт, и он просто тебя вытягивает на ветер. Это очень здорово. Забодидражил на глубину, сделал попытку старта, он меня сразу сбросил очень быстро, потому что очень большая подъемная сила, плюс я задавил ногу, он вышел на крыло, я упал. Упал несколько раз, закончился ветер, я уехал домой. Как-то не проникся. Ну, по сути, как бы главный совет, который давал мне, опять же, там, опытный товарищ, в том, что главная фишка – это зайти на доску. То есть нужно при старте не как на твинтипе повиснуть и создать тягу там, а нужно именно, чтобы плечи были в проекции гидрофойла. И второе – это нужно сделать 2 маха. В общем, основная проблема – это было именно запрыгнуть на доску при старте, потому что если откладываться как на твинтипе, то есть на твинтипе мы как бы упираемся и делаем 2-й мах, то доска очень выбрасывает всегда. Ну, как мои товарищи из интернета дали мне миллиард правильных советов, которые я как-то прислушался, не прислушался. Ну, в общем, мне помогло то, что мне говорили, и идея в основном в том, чтобы держать... Ну, вообще, если посмотреть на сам гидрофойл, у него есть вот этот угол атаки, и он для его основной скорости, он достаточный, чтобы создавать нужную подъемную силу. Если еще заднюю ногу задавить, то он будет, ну, прям слишком уж создавать подъемную силу, и крыло будет подниматься. А когда оно поднимается, оно как самолет, взлетает и вылетает из воды. Ну и, соответственно, сразу же падаешь. В общем, я так подумал, что, наверное, хорошо, что я попробовал его носить, там как-то с ним бодидражить, научиться стартовать, наверное, нужно как-то по-другому. Тем более с большим крылом, как оказалось, это делать не очень удобно. Я скрутил гидрофойл, и мы поехали с товарищем на лебедку. Ну, честно скажем, интересно то, что человек, у которого есть опыт серфа, товарищ мой, он серфил достаточно много, он полетел на гидрофойле с 1-го раза. Он просто встал, поехал, пнул немножко заднюю ногу и полетел. У меня на это ушло, 2 сета, наверное. То есть сет на то, чтобы проехать на маленькой скорости в такси-режиме, и сет на то, чтобы научиться выходить на крыло. Я тут тоже, кстати, допустил ошибку, потому что я не учился ездить 2-й ногой. То есть я всегда, мне удобно ехать в левую сторону. Я всегда, это же лебедка, то есть всегда можно ехать в левую сторону. Я всегда ездил 1-й ногой. И буквально первый день я как-то повозился, поплюхался, этот конек-горбунок или дельфин, как он называется. Ну, то есть как-то так, это все весело. Учитывая, что нога 60, падать с ней не страшно, всем смешно, всем приносит радость, все хотят попробовать. Пришел на следующий день, и все, тут как-то, я не знаю, звезды сошлись, и за лебедкой теперь это ездится, именно, опять же, левой ногой, супер удобно. То есть ты просто встаешь на доску, уже даже не лезешь в воду, просто с причала сел, притопил гидрофойл, стал на него ногами, тебя дернули, и ты поехал. Все. Хочешь выше, хочешь ниже, уже мы там пробовали пампить как-то. Ну, то есть это буквально 30 минут на большом крыле, на этом фюзеляже можно чувствовать себя супер уверенно. Супер фановая такая штука. И мы ездим до работы, веселиться с гидрофойлом на лебедку. В принципе, в чем ошибка? Ошибка в том, что я только в одну сторону ездил, потому что мне так нравится, и мне прям супер безопасно это кажется. Я попробовал в другую сторону, меня как-то дернуло не так, как я ожидал. Я упал и потом думаю, 15 минут сет, не буду тратить время, лучше просто, классно покатаюсь. И катался дальше. В общем, приехал на спот с кайтом. Были ребята мне, опять же, помогли разобраться, что к чему, именно какая есть особенность с кайтом у гидрофойла. А особенность такая, что нужно доску направлять именно сразу в точку. То есть, если на лебедке можно просто упираться в доску, тебя понемножку тянет, потом ты раз, подвернул ее и зашел. Тяга она линейная. То с кайтом, тяга кайта, она ведь имеет импульс. То есть, пока он пролетает окно, он тянет. И, соответственно, нужно этот старт сделать гораздо более коротким. То есть, если лебедка тянет все время, ты можешь выпить чашечку кофе, залезть на доску, пнуть
заднюю ногу, выйти на крыло и поехать, то с кайтом не такая история. С кайтом нужно прям четко поставить доску куда надо, отправить кайт, запрыгнуть на гидрофойл, толкнуть ногой, и ты едешь. У меня это вот пока не сходится. То есть, как не сходится? Та нога, которой я ездил на лебедке, мне в принципе все удобно. Я встаю на доску, когда вот именно все совпало, нажимаю на заднюю ногу, гидрофойл плавненько взлетает, становлюсь и еду. И это удобно. А вот другой ногой, которую я не тренировал, все совсем по-другому. Во-первых, я не могу толком стартануть. В общем, нужно прикатать на лебедке. Что можно сказать из опыта с кайтом? Первое. Как оказывается, это, наверное, глупое такое замечание. В общем, сам старт очень похож на твинтипный в чем-то. И в отличие от твинтипного старта, нужно уметь управлять хорошо кайтом неудобной рукой. То есть я всегда управляю кайтом одной рукой почему-то. Я привык, мне удобно так держать, а доску держу обычно вправо. Я привык, я одеваю доску, отправляю кайт и еду. Тут такая штука, что когда я разворачиваюсь для другого галса, мне из-за объема доски, из-за того, как ее нужно одевать и как ей ворочать, она не так хорошо ворочается, как твинтип в воде, мне неудобно. Поэтому мне нужно как-то себя переучиться управлять кайтом другой рукой. Потому что супер глупая привычка, это когда ты только в одной руке держишь кайт. Второе, просто мне нужно потратить эти полчаса времени на лебедке и накатать другую ногу. И все. Гидрофойл супер дружественный, он едет не быстро. Как не быстро? Опять же, у него по ощущениям скорость выхода на крыло, она такая же, как скорость выхода глиссирования на твинтипе, на обычном. То есть он не быстрый, он комфортный. И когда падаешь, падать с гидрофойла почему-то, мне кажется, приятней. Не берем тот случай, когда... у меня один раз так получилось, больше не очень хочется. Это когда ты выходишь из баланса. То есть когда ты падаешь, у меня максимально большие петли стоят, чтобы нога выскакивала, и она только одна. Но есть такая ситуация, когда из-за рывка ноги уходят назад, и, соответственно, гидрофойл разворачивается перед тобой вот так. То есть из-за этого падения. И это вообще не нравится. Видишь, как этот акулий плавник перед тобой высовывается, в него удар, некомфортно. А так на короткой мачте с этим медленным крылом, с 60 сантиметров падать, это супер фаново. Потому что ты вышел на крыло, скорость небольшая, когда падаешь, ты успеваешь развернуться и вдоль воды. То есть нет этого удара, нет швабр каких-то из-за того, что большие петли, когда ты падаешь, ты просто вылетаешь из доски. Это прикольно, реально. Я вчера первый раз пробовал с кайтом, и было, когда ты выходишь на крыло, ты все чувствуешь скорость, ты чувствуешь, что ты едешь просто. Нет этого долбления по чопу, это мега круто. По поводу, опять же, выбора оборудования. Я не уверен, что если я вкинул бы больше денег в каких-то, условно говоря, более раскрученных производителей, мне бы это как-то помогло. Для новичка, в моем случае, это идеальный комплект. Я не уверен, что мне понадобится что-то другое. Может быть, я возьму какое-нибудь другое крыло еще дополнительно. Сравнить лоб в лоб с Мозесом у меня есть возможность. Опять же, наверное, производитель не решает. Решает в большей степени это совпадение многих факторов. Какой ветер. Конечно, если у вас не продаются такие более бюджетные комплекты, можете поискать на бэушке что-то. Я видел МД, когда я видел МД из стекловолокна, он меня вообще не впечатлил. Он как-то мега кустарно выглядел тогда. У него был этот фюзеляж такой некрашенный, такие желтые крылья, которые как будто напильником выпилили. Может быть, он просто старый был. Но, по-моему, РДБ сделал какой-то колоссальный шаг вперед просто. Просто огромный. И опять же, тут важно понимать, что вероятность того, что вы купите Левитаз или Мозес какой-то, и просто это все у вас прям в жизни наладится, она около нулевая. При этом ребята из РДБ, они могут посоветовать как-то. Хотя опять же, у них советы немножко специфические, потому что ребята все-таки более заточены под гонки, под какие-то прыжки. У них основной, как я понимаю, один из основных друзей бренда – это
Алексей из Канады, который очень круто прыгает на гидрофойле, и поэтому, ну, наверное, все думают, что на гидрофойле все хотят прыгать, потому что это высоко, и ездить, потому что это быстро. А вот нужды среднестатистического трамвайщика средней полосы, наверное, не особо учитываются. Ну, в моем случае это так. Вот. Для себя как бы я, как сказать, наверное, какое-то мнение сделал. Ребята, которые были на споте, я всем предложил попробовать. Кто хотел, попробовал. Тоже рассказали, что они по этому поводу думают. Наверное, для меня это вот оптимальный подход. Так что, надеюсь, вам было интересно посмотреть какие-то мои мысли по этому поводу. И всем пока.